Они наконец-то нашли его. Существо, бродившее по австралийской глуши, стояло прямо перед ними. Шерстяное животное спотыкалось, отягощенное массивной спутанной шубой, которую оно носило на себе. Теперь пришло время его поймать. Только тогда они смогли бы увидеть, что скрывается под всей этой шерстью, и, что более важно, помочь спасти ему жизнь. С тех пор, как из-за карантина закрылись парикмахерские, у большинства людей был хотя бы один неудачный день с прической. Но не каждый день потребность в стрижке может в буквальном смысле спасти вам жизнь. Именно с такой ситуацией столкнулись спасатели животных в 2021 году. Ну, почти. В беде оказались не они. На самом деле, это вообще был не человек. Люди видели, как это существо ковыляло по одному из общественных парков Виктории в Австралии. Судя по состоянию его шерсти, казалось, что оно провело там долгие годы. Когда спасателям, наконец, удалось его поймать, животное, по сути, представляло собой просто огромный ком свалявшейся шерсти. Так что же это было? Согласно посту в Facebook от команды Edgar's Mission, это был не какой-то австралийский йети. На самом деле, это был баран. Они назвали его Барак. Бедняга едва мог видеть. Шерсть закрывала почти все его глаза и тело. Видны были только ноги и небольшая часть морды. Издание The Guardian поделилось тем, как шерсть выросла настолько густой, что Барак перебивался лишь поеданием травы. И за все это время в дикой природе его руно собрало все, что только можно представить: ветки, грязь и даже жуков. С такой прической неудивительно, что Барак выглядел немного смущенным. Так кто же ему помог? Это была Edgar's Mission, некоммерческий приют для сельскохозяйственных животных. На их сайте объясняется, что в Австралии сельскохозяйственные животные не всегда защищены законами о жестоком обращении. Поэтому этот приют и был основан еще в 2003 году. Сегодня Edgar's Mission занимает более 150 акров в Виктории, где они заботятся обо всех видах спасенных фермерских животных. Они говорят, что их цель — помочь людям стать более сострадательными с помощью экскурсий, образования и работы с общественностью. Поэтому, естественно, когда Бараку понадобилась помощь, они сразу же взялись за дело. Но почему его вообще пришлось спасать? Оказывается, дикие овцы, называемые муфлонами, раньше линяли раз в год. Эта естественная линька не давала их шерсти стать неуправляемой. Но благодаря поколениям селекции все изменилось. На протяжении тысячелетий люди разводили овец так, чтобы они давали больше шерсти. Со временем домашние овцы потеряли способность сбрасывать руно естественным путем. Теперь они зависят от людей, которые их стригут. Иначе их шерсть просто продолжает расти, как у Барака. Вот почему вы иногда слышите истории об овцах с дикой, отросшей шерстью. И если вы следите за новостями о животных, Барак, возможно, даже не первый, не. О ком вы слышите? Возьмем, к примеру, Шрека. И нет, не зеленого огра, у которого, как ни забавно, вообще нет волос. Овца Шрек стала местной знаменитостью в 2005 году, когда люди заметили его бродящим по Новой Зеландии, покрытым шерстью с ног до головы. Шреку удавалось избегать поимки более 6 лет, прежде чем спасатели наконец поймали его. И с того самого первого появления он стал чем-то вроде национальной иконы в Новой Зеландии.
Руно Шрека было не просто большим, оно было огромным. В отчете Guardian за 2021 год говорилось, что средняя овца носит на себе около 9,7 фунта шерсти, которую можно превратить примерно в 8 свитеров или более 60 пар носков. Однако шуба Шрека весила более 59 фунтов. Если вам интересно, что из этого могло бы получиться в плане одежды, а давайте будем честны, трудно не поинтересоваться. Шерсть Шрека можно было бы спрясть на 47 свитеров или почти 380 пар носков. Шрек был не единственной овцой, достигшей статуса шерстяной легенды. И хотя его больше нет, о нем все еще помнят, особенно на родине. Поэтому, когда появились новости о Бараке, новозеландский телеканал TVNZ не мог не вспомнить своего собственного пушистого чемпиона. Один заголовок даже гласил «Quote 0». У Тасмании тоже был свой покрытый шерстью беглец — баран Шон. Его нашли фермеры Нетти и Питер Хассел после того, как он свободно бродил по их землям. Как и Шрек, Шон оставался непойманным более 5 лет. Когда его, наконец, постригли в 2014 году, его массивная шуба попала в заголовки газет по всему миру. В том же году The Guardian отметила, что стрижка обычной овцы занимает около 2 минут. Преображение Шона заняло целых 20 минут. Шерсть, которую он носил на себе, весила более 50 фунтов. И хотя это было не так много, как у Шрека, этого все равно хватило бы на 35 свитеров или около 280 пар носков. Нетти рассказала ABC News, что планирует возить шерсть Шона с собой, показывая ее на сельскохозяйственных ярмарках. И есть еще один шерстяной тяжеловес, о котором стоит поговорить. В отличие от остальных, его имя было довольно обычным — Крис. Эта австралийская овца была обнаружена туристом в 2015 году глубоко в кустарниках. К счастью, Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными RSPCA вмешалось до того, как наступило лето, и ситуация ухудшилась. Руно Криса выросло настолько огромным и тяжелым, что ему потребовалась экстренная стрижка просто чтобы выжить. За эту работу взялся Иэн Элкинс, профессиональный стригаль и многократный национальный чемпион. И это была непростая задача. На самом деле она оказалась рекордной. Во-первых, сама стрижка заняла полных 45 минут, став самой продолжительной из когда-либо зарегистрированных стрижек овец. А во-вторых, Элкинс снял с Криса почти 90 фунтов шерсти. Все верно, 90 фунтов. Это трудно представить, но по сравнению с другими овцами Крис играл совершенно в своей собственной лиге. Такое количество шерсти, почти 90 фунтов, эквивалентно более чем 70 свитерам или колоссальным 574 парам носков. И правильная стрижка не только спасла Крису жизнь, но и полностью ее изменила. Тэмми Вент из RSPCA рассказала Guardian еще в 2015 году, что Крис превратился из пугливой овцы в ту, которая действительно хотела обнимашек. После своего спасения Крис доживал свои дни в приюте Литл Оук в Новом Южном Уэльсе. К сожалению, он скончался в 2019 году. Его опекуны поделились в сети трогательным сообщением «Quote 2». А затем, конечно же, появился Барак, еще одна овца,
найденное в пугающе похожем состоянии. Но как его история соотносится с теми шерстяными легендами, которые были до него? И что именно скрывалось под всем этим руном? Ну, были некоторые неожиданные и не самые приятные сюрпризы. Пэм Ахерн, основательница Эдгар's Mission, поговорила с BBC News в 2021 году о том, что они обнаружили. «Он был просто большим грибом из шерсти и не мог стоять», — вспоминает она. Шерсть была настолько тяжелой, что оттягивала его веки. Грязь, песок, трава — все это застряло там неизвестно на какой срок. Было ясно, что Барак отчаянно нуждался в стрижке, но удаление такого количества шерсти не обошлось без рисков. «Пока мы снимали шерсть, мы все время следили за его пульсом», — сказала Ахерн, «на случай, если у него случится инсульт или сердечный приступ. И пока команда ухаживала за ним, они заметили еще кое-что. Барак не всегда был дикой овцой». Кайл Барон, один из спасателей Эдгар's Mission, объяснил «Гардиан», что в какой-то момент на ушах Барака действительно были бирки. Похоже, что эти бирки были вырваны густым свалявшимся руном вокруг его морды. Барон сказал, что это была не единственная подсказка о прошлом Барака. Судя по всему, он также подвергся процедуре Коуот-5. SPCA отмечает, что эта спорная процедура включает в себя срезание кожи вокруг хвоста овцы. Она используется для борьбы с генетическим дефектом у мериносовых овец, вызывающим образование кожных складок, которые могут привлекать мясных мух. Но сам процесс часто бывает болезненным. В конце концов, то, что обычно занимает пару минут, превратилось в целый час стрижки для Барака. Но как его шерсть можно сравнить с шерстью Криса, действующего чемпиона в тяжелом весе? Было близко, но Крис по-прежнему удерживает рекорд. Руно Барака весило 77 фунтов, что немного не дотягивает до 90-фунтового рекорда Криса. Если бы эта шерсть была в хорошем состоянии, ее можно было бы превратить в 61 свитер или почти 490 пар носков. Но в случае с Бараком все сложилось немного иначе. В своем интервью Ахерн объяснила, почему. Когда репортер BBC спросил, сколько пальто можно сшить из его руна, она просто рассмеялась. «Квот 6 я», — ответила она. Местный клуб даже спрашивал об использовании шерсти, но ей пришлось им отказать. Ахерн сказала, что шерсть вокруг шеи Барака настолько свалялась, что казалась толстым войлоком. «Квот, повайсь, Так что нет, для одежды она не годилась, но была явным признаком выносливости и решительности овцы. Как только всю шерсть сняли, Барак стал похож на совершенно другое животное. Это также сделало до боли ясным то, насколько опасно для мериносовых овец оставаться нестриженными. Барак был в плохом состоянии. «Код 9», — рассказал барон The Guardian. Ахерн поделилась дополнительными подробностями. «Код 10, Тья. А как насчет воды?» В посте на странице Эдгар's Mission в Facebook от 2021 года говорилось, что Барак выживал, пея из луж, на которые случайно натыкался, хватаясь за любую возможность
смочить пересохшее горло. В дополнение к недостатку веса у Барака также была рана около глаза. Длинное острое семя травы застряло там за время его одиноких скитаний. И оно было не одно. Десятки и десятки этих маленьких, но цепких семян вонзились в его кожу. Поделилась команда Edgar's Mission. Хорошая новость заключалась в том, что Барак попал в лучшие руки. Команда очистила его раны, помогла набрать вес и подарила ему новую спокойную жизнь в приюте. Кот рассказала Ахерн BBC News. И неудивительно, ведь он стал на 77 фунтов легче. Но с него спал не только физический, но и эмоциональный груз, как написали представители Edgar's Mission в Facebook. Больше он не будет бороться за еду и кров, больше он не будет во власти хищников или стихии, и больше он не будет забыт. Теперь у Барака даже появился здоровый аппетит. Он пристрастился к поеданию сечки и зерна, сказала Ахерн, что довольно необычно для овцы. Но на этом все не заканчивается. Он также завел несколько новых друзей. Барак сейчас живет среди других овец в Edgar's Mission, где заново учится быть просто овцой. Одной из таких овец является Хлоя, 6-летняя овца, которая помогает направлять новичков. Она вводит Барака в курс дела. Команда Edgar's Mission поделилась вдумчивым посланием, вдохновленным историей Барака. Видя, как животные, подобные ему, находят мужество и волю жить дальше, вопреки всему, мы вспоминаем, что каждое существо на этой земле хочет, нуждается, заслуживает доброты и откликается на нее. Если мы можем жить счастливой, здоровой жизнью, будучи при этом добрыми к другим, то почему бы нам этого не делать? Спасибо за просмотр. Если эта история тронула вас, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы увидеть больше вдохновляющих спасений животных, подобных истории Барака.